Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Берлине правительство канцлера Фридриха Мерца корректирует внешнеполитический курс и делает сегодня акцент на сотрудничество с Индией в сферах технологий, безопасности и крупных экономических контрактов. Внутри Германии обостряется спор о ценах на продукты. Социал-демократическая партия Германии СДПГ предлагает фиксировать стоимость базовых продуктов в супермаркетах, а правительство Мерца, наоборот, упирается в рыночные отношения. И это еще не все. В Брюсселе вновь обсуждают идею усиленного оборонного взаимодействия стран Европейского Союза на фоне дискуссии о роли США и будущем НАТО. Одновременно власти Германии готовят жесткие правила в отношении производителей дешевой одежды, а платить за горы текстильного мусора, похоже, придется бизнесу и покупателям, то есть нам с вами. И еще один сигнал для немецких семейных бюджетов. Дилеры Audi и Volkswagen предупреждают о новом росте цен на автомобили. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, встреча канцлера Фридриха Мерца и премьер-министра Индии Нарендры Моди стала не просто дипломатическим событием, она отражает обновленный подход Германии к международному сотрудничеству в условиях усиления глобальной конкуренции. Мерц приехал в Дели на первую официальную встречу после своего назначения и сразу же обозначил намерение укрепить отношения с Индией. Причина здесь проста. Германия стремится диверсифицировать экономические связи, уменьшить зависимость от Китая и России. На переговорах речь шла о технологиях в сфере безопасности, энергетики и поставках полупроводников, то есть о ключевых секторах, в которых Индия становится заметным мировым игроком. Мерц и Моди официально заявили о создании партнерства нового формата, в рамках которого Германия и Индия планируют координировать свои действия в экономике и сфере безопасности. Это особенно, кстати, заметно на фоне усиливающейся конкуренции между Соединенными Штатами Америки, Китаем и Евросоюзом. Берлин явно делает ставку на стратегической самостоятельности в Азии. Однако политики в Германии разделились по поводу этого союза. Часть экономистов и представителей оппозиции считают, что правительство Мерца делает слишком большую ставку на сотрудничестве в сфере безопасности, которое может создать дополнительные внешнеполитические риски для самой Германии. Эти критики прямо говорят, цитата: «Мы должны работать с Индией, но не становиться на сторону кого-то в глобальных геополитических противостояниях». Есть и более жесткие оценки. Некоторые депутаты от левых и части социал-демократической партии утверждают, что Берлин платит слишком высокую цену за дружбу с Дели, якобы уступая в вопросах прав человека и демократических стандартов ради контрактов и поставок. Эта критика уже вызывает парламентские дебаты, в которых правительство Мерца приходится защищать свою стратегию. С индустриальной стороны давление тоже ощущается. Представители автомобильной и машиностроительной отрасли приветствуют расширение торговых связей с Индией, а это, как вы понимаете, крупнейший рынок с растущим спросом. Но представители энергетического сектора предупреждают, цитата: «Индия остается крупным потребителем угля и нефтепродуктов, а это может подорвать климатические обязательства Германии и Европейского Союза». Следующая новость имеет большое значение для Германии. В Германии разгорается спор вокруг цен на продукты питания. Фракция социал-демократической партии СДПГ предложила, внимание, создать так называемую немецкую корзину, то есть это набор базовых продуктов именно немецкого производства по фиксированным и доступным ценам. Цель – это поддержать немецкие семьи с низким доходом, которые тратят на еду значительную часть бюджета, особенно после роста цен, напомню, примерно на треть с 2020 года. На инициативу СДПГ уже отреагировали представители бизнеса. Немецкий сельскохозяйственный союз заявил, что искусственное регулирование цен может исказить рынок и повредить производителям. Оппоненты прямо говорят, цитата: «Корзина – это социальная утопия, а не реальная помощь потребителям». В правительстве Германии конфликт вызывает особенно острую реакцию у канцлера Фридриха Мерца. Мерц поддерживает идею рынка как механизма регулирования цен и отвергает прямое вмешательство в стоимость продуктов. В администрации канцлера считают, что стимулирование производства и снижение налогов на сельхозтовары – это более эффективный путь, чем фиксированные корзины. Это создает прямое противостояние между социал-демократической партией Германии СДПГ, которая обещает помочь населению, и правительством Мерца, которое отстаивает рыночные принципы. Следующая новость вызывает бурное обсуждение. В Евросоюзе вновь активизировалась дискуссия по вопросам общей безопасности. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал страны Европейского Союза рассмотреть возможность формирования, внимания,
совместных оборонных сил численностью до 100 тысяч человек на случай изменения роли Соединенных Штатов Америки в обеспечении безопасности Европы. Кубилюс выступил с этим предложением на конференции по безопасности в Швеции. Он прямо поставил вопрос, цитата: «Как мы заменим примерно 100 тысяч американских солдат, которые сейчас являются основой обороны Европы?» И предложил создать собственную европейскую армию, которая могла бы взять на себя часть этой роли. Это заявление сразу вызвало острую дискуссию. Многие государства Европейского Союза традиционно возражают против идеи общей армии, потому что не хотят отдавать контроль над своими вооруженными силами Брюсселю или надежным НАТО-структурам. Сторонники объединенных сил считают, что Европа должна быть более самостоятельной в вопросах безопасности, особенно в условиях текущей международной нестабильности и неопределенности позиции Соединенных Штатов Америки. Кубилюс также предложил создать не только армию, но и Европейский совет безопасности, который мог бы принимать решения быстрее и согласованнее, чем сейчас. Однако критики предупреждают, что это огромный шаг к политической и военной интеграции, который многие страны не готовы сегодня поддержать. Такая инициатива появилась на фоне усиления сомнений в отношении надежности американской оборонной поддержки, в том числе после заявления президента США Дональда Трампа о перегруппировке войск и возможном отходе от Европы. Это усилило опасения относительно будущей роли НАТО и подтолкнуло Брюссель к обсуждению собственной долгосрочной стратегии. А дальше еще есть важная новость. В Германии власти хотят заставить производителей дешевой одежды платить за выброшенные вещи. Речь идет о компаниях, которые продают футболки, курточки, джинсы по низким ценам и меняют коллекции каждые несколько недель. Сейчас ситуация такая. Одежду выбрасывают миллионами тонн, контейнеры переполнены, вы это видите, а за вывоз и переработку платят города и налогоплательщики. Производители одежды за это не платят ничего. Министерство окружающей среды предлагает изменить правила. Компании должны будут регистрироваться и перечислять деньги за сбор, сортировку и переработку старой одежды. По официальным данным, каждый житель Германии покупает, внимание, около 60 предметов одежды в год. Большая часть из них быстро оказывается на свалке или в мусоросжигательных заводах. Возникает острая ситуация. Представители бизнеса выражают несогласие. Они заявляют прямо, что если их обяжут платить, цены в магазинах вырастут, дешевая одежда перестанет быть дешевой, а часть компаний уйдет с рынка. Правительство Фридриха Мерца подчеркивает, что проблема возникла в результате деятельности производителей, поэтому именно они должны нести основную финансовую ответственность, а не города и налогоплательщики. В Берлине подчеркивают, что нынешняя система разваливается, то есть контейнеры переполнены одеждой, переработка не справляется, расходы растут. Дополнительное давление идет также и из Брюсселя. Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен уже утвердила правила, по которым страны Европейского Союза обязаны переложить расходы на утилизацию одежды на производителей. Германия теперь обязана внедрить эти нормы в национальное законодательство. Таким образом, сегодня итог этого конфликта простой. Либо дешевая одежда подорожает для потребителей, то есть для нас с вами, либо государство продолжит платить за мусор за счет налогоплательщиков, то есть обратно же за счет нас с вами. Но в любом случае данное решение будет политическим и крайне непопулярным для одной из сторон. И еще одна новость, которая привлекает внимание автолюбителей. Дилеры Audi и Volkswagen в Германии предупреждают, что цены на автомобили снова вырастут. И это уже не пустые слова, а конкретные расчеты торговых сетей. Причина – это рост затрат на производство, логистику и энергию, которые автомобильные концерны не могут больше игнорировать. По данным Ассоциации дилеров, продажи автомобилей с акциями и скидками в ближайшие месяцы заметно сократятся, а у новых моделей цены вырастут на несколько тысяч евро. Это касается как Audi, так и Volkswagen, особенно автомобилей с более мощными двигателями и расширенными пакетами опций. Представители одной из крупнейших дилерских сетей прямо заявили, цитата: «Мы уже не можем держать старые цены, так как себестоимость выросла, и покупатели это почувствуют в следующем сезоне». Факты показывают, что рост цен связан не только с увеличением стоимости материалов, хотя, как я вам рассказывал, алюминий, сталь и электронные компоненты действительно подорожали на 10-15% за последние 2 года, а значительную роль сыграли рост цен на электроэнергию и логистику. Например, перевозка автокомпонентов из Азии в Европейский Союз стала дороже, а производственные мощности в Германии и Европе вынуждены платить больше за электричество и газ. Это подчеркивает различия интересов, при котором дилеры обращаются к правительству Фридриха Мерца с запросами на компенсацию или налоговые льготы для бизнеса с целью замедлить рост цен для покупателей, а правительство Фридриха Мерца заявляет, что бюджет ограничен и поддержка будет носить
выборочный характер, преимущественно в форме инвестиций именно в электромобили и цифровизацию, а не прямых субсидий торговым сетям. Таким образом, покупатели уже испытывают напряжение, многие семьи планировали покупку автомобилей в 2026 году, рассчитывая на стабильно низкие цены и выгодное предложение. Теперь эти планы пересматриваются, а эксперты отмечают, что средний чек покупки автомобиля может увеличиться на 3-5 тысяч евро, что для многих семей с обычным доходом станет ощутимой дополнительной нагрузкой на бюджет. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.